Всем привет! Одна из составляющих в сегодняшнем видео это швеллер, который я переношу на верстак и буду приступать к работе. Начинаю банально с разметки, без которой, к сожалению, про точность среза можно забыть. Делаю пару небольших отрезков, одинаковых по длине. Швеллер, кстати, десятка. Перед последующей разметкой обязательно зачищаю поверхность. На стенках по плану по одному прямоугольному углублению. Кроме как сделать это болгаркой с отрезным кругом и впоследствии доработать напильником. Других вариантов не вижу. Два элемента швеллера готовы, разметка по 20 мм от края каждой детали и керню по центру. Перемещаюсь к сверлильному станку. Конечный диаметр отверстия должен составлять 16 мм. Все готово, на очереди 20-я шпилька, от которой срежу два отрезка. Из этих шпилек и гаек придется сделать болты. Это куда проще, чем заниматься поиском болтов такого размера. Ну вот, болты уже готовы. 4 20-е гайки, но уже немного в другом применении. Их нужно было приварить к стенкам швеллера, но прежде выставить по одной оси. Гайки приварены, очень важно, чтобы болты впоследствии беспроблемно вкручивались, попадая в резьбу противоположной стороны. И чтобы не перепутать вход для болтов, я сделал метку на торце резьбы и стенках швеллера. Продолжаю терзать остаток швеллера разметкой с последующим отсечением небольшого отрезка. Наконец-то я обзавелся ленточной пилой, брал из недорогих. Ощущение двоякое, работу свою делает, но чтобы вот совсем все четко, такого нет. Поработаю, ну а там сделаю окончательный вывод. Но сам процесс, безусловно, уже облегчен и никакого абразива от болгарки в воздухе. Эту деталь сделал по принципу предыдущих, лишь немного длиннее. Также для нее срезаю необходимую длину шпильки. И добавляю к остальным, которые ожидают своей очереди. Парни, а сейчас приятная новость, которой я хочу поделиться с вами. Я знаю, скорее всего, вы слышали про RAID отовсюду, но на это есть важная причина. RAID входит в тройку лучших мобильных RPG в Google Play. Также игра только что была номинирована как финалист на премию Google Play Base 2019 Awards в категории «Выбор пользователей». Популярность игры подтверждает 15 миллионов человек, которые ее уже скачали. Так что же такое RAID? Это эпическая темная фэнтези коллекционная RPG с более чем 400 чемпионами для коллекции и улучшений. Ты можешь собирать чемпионов, открыть для себя 13 впечатляющих локаций или участвовать в налетах вместе со своими друзьями из клана. И самое главное, что игра абсолютно бесплатная. А также в игре есть ежедневные турниры и события. Вы можете сражаться на арене, спускаться в подземелья или просто повышать уровень своих героев. Вы только посмотрите на огромный план обновлений, который планируется на следующие 6 месяцев. С таким обширным контентом у вас не будет времени скучать. Вас ждет новая фракция, групповая арена или даже новый клановый босс, с которым вы сможете сразиться вместе со своими товарищами по клану. В общем, всегда есть что-то, чем можно скоротать свое время. Качай RAID только по моим ссылкам и получи 50 тысяч серебряных монет, а также эпического героя в качестве бонуса для всех новых игроков. Удачи и жду тебя в рейде. Листовой металл шестерка, из которого я вырежу еле заметный прямоугольник. Углы за ненадобностью срезаю, также причиной этому стала травмобезопасность в будущей эксплуатации. С двух сторон и с каждого края снял фаску, оставлять ее было также нежелательно. Далее к пиле теперь нужен еще один отрезок. Располагаю его на прямоугольнике и прикидываю, как они будут граничить со вторым. Сходу происходят конструктивные корректировки, и одна из деталей отправляется под пилу. Деталь укорочена до нужного размера. Перехожу ко второй, которая уже с разметкой. Зажимаю в тиски и болгаркой стараюсь аккуратно вырезать проем. После доработки напильником получаю ровные углы и продолжаю дальше. Заношу с улицы 15 профиль. Требуется отрезать 6 частей. Располагаю все 6 отрезков на поверхности листа, после все приварю к основанию.
Собственно, что получилось? От переднего края отступил 20 мм для будущего отверстия. Диаметр 16 мм поддавался нелегко, но деваться ему было некуда. В швеллере с проемом просверлил десяткой, тут без заморочек. Приобрел ранее неслабую петлю, от которой мне понадобится лишь небольшая его часть. Получившийся грибок чуть обработал в верхней части под конус, пытаясь просверлить теперь в нем отверстие по центру, зажав в патрон. Неплохой вариант, если нет наличия токарного станка. В работе метчик под 12-ю резьбу. С этой задачей справился, двигаюсь дальше. Необходимо укоротить ножку так называемого грибка из-за чрезмерной длины. Вставляя в отверстие пластины, ножка за подлицо. Это то, чего я добивался, остается только приварить. После двигаемся к пиле, там уже в тисках заряжена 30-я труба. И вот буквально вчера приехал еще один аппарат. Знаю, что заметив, многие будут интересоваться характеристиками. Ресивер на 100 литров, мощность двигателя 3 киловатта, запускается отлично, но и сеть у меня не слабая. Максимальное давление 8 атмосфер, производительность на входе заявлена 500 литров в минуту. На выходе это составит минус 30-40%, то есть 350-300 литров в минуту. Вдруг что-то упустил, ссылку оставлю в описании. Лично у меня пока нареканий никаких, ну а там посмотрим. Итак, труба 30 на 30, небольшой отрезок. Размещаю на пластине именно там, где его и нужно будет приварить. И добавляю остальные детали также для общего соединения. В этом отрезке с проемом дополнительно сделал еще пару отверстий в стенках. В шпильках по краям сверлю по одному отверстию. Располагаю на свои места и фиксирую сваркой. Дополнительно подготовил профтрубу 40 на 25 и пару отрезков полдюймовой трубы, которые я приварил с одного края профильной трубы. Выбрал из остатков листовую восьмерку, разметил и перехожу на ленточную вырезать новый прямоугольник. Далее следует разметка под несложную работу, но требующая точность. Нужно было вырезать проем посередине. Та часть, которую я вырезал, также останется в будущей конструкции. Также вырезаю еще дополнительные детали. Самый мощный это брусок толщиной 25 мм. Одна из пластин в последующем расположении требует усилителя опоры. Вырезал пару косынок из этой же восьмерки. Выстраиваю детали так, как они должны будут располагаться с учетом минимальных зазоров. Подпираю косынками и можно начинать сваривать. Металлический брусок прикладываю сверху, именно там он и должен будет находиться. Но прежде необходимо с ним пострадать у сверлильного станка. Сквозное отверстие на 8. Потом 10-е на небольшую глубину отметить границу. 16-е для постепенного увеличения диаметра. И кульминация 20-е сверло. Не быстро, но в общем как-то просверлил необходимый размер. Идея такова: на шляпку опоры домкрата одевается брусок, в котором уже есть отверстие, а сверху вкручивается болт под шестигранник для надежной фиксации. Когда все выставлено, не мешало бы и приварить. Конструкция по-прежнему сырая, в таком состоянии ее оставлять нельзя, требуется еще пару дополнений. Из обрезков решаю сделать упор, по диаметру горловина домкрата совпадает с имеющейся коронкой. Понадобится лишь небольшая часть, поэтому срезаю болгаркой необходимое и впоследствии деталь делю еще на две части, вырезая центр.
Дополнением стали деталь по форме треугольника, две полосы и один небольшой прямоугольник. Внизу располагаю упор под основание домкрата, а в верхней части два упора под горловину домкрата. Приварил. После установки домкрата сопряжение плотное, то что нужно. Не забывая про усиление массивного бруска. Привариваю, и как планировалось, теперь он мешает при опускании подножки. Разметка под отверстие, потому как хотелось сделать проем закругленным, и незамедлительно работа продолжается дальше. Напильником подровнял все огрехи грубой деятельности, и все стало на свои места. Усилитель и сварные швы никак теперь не мешают, и верхние упоры также половинились по причине расположения маленькой косынки. Осталось только две полоски, они будут влиять на ограничение бокового смещения внешней пластины. На этом изготовление всех деталей наконец-то закончено, можно приступать к покраске. Первым собираю приспособление для домкрата с низким захватом. На вопрос, откуда отверстие в упоре домкрата, отвечу: ранее я пытался делать что-то подобное, но для других целей, и тогда было сделано это отверстие. Вот и вся сборка. Прикупил ролики полиуретановые с подшипниками, используются в роклах, мне понадобится 6 штук. Для уменьшения зазора между швеллером и роликом использую обычные шайбы. Пара абсолютно одинаковых роликов собраны, и следом флагман этого набора. По одному ролику с каждой стороны, допустимая нагрузка на каждый из них до 600 кг. В моем случае это предостаточно с большим запасом. С каждой стороны шплинтую во избежание откручивания гайки. Этот узел был предусмотрен под упорный подшипник, состоящий из 3 частей. Для долговечной работы произвожу смазку подшипника. Последние элементы швеллера устанавливаю на подшипник и фиксирую болтом, плотно затянув. Остается обуть в последние два ролика и зашплинтовать. Супер тачка почти собрана, ход мягкий и легкий. Немаловажен ограничитель поворота передних роликов, во избежание трения и заклинивания обрядом расположенные части конструкции. Остается прикрутить рычаг руль с фиксацией его болтами по центру швеллера. Ездить будем с комфортом, резиновые ручки на рукояти. На этом все, сборка завершена, но не менее интересная еще, конечно же, впереди. Этот станок я приобрел еще летом, кое-как его закатили во двор, выгрузив с манипулятора. Дальше он был упакован и просто ждал, и вот сегодня тот день, когда пора переезжать. С предприятия, где я его брал, основание было залито бетоном, это виброопоры по-советски. Для нормального перемещения все это нужно было сбить, что я и начал делать перфоратором. Появилась возможность подлезть домкратом и приподнять станок для извлечения труб и бетона с основания. Вес станка 900 кг, подстраховываюсь кирпичами, другого попросту ничего нет. В итоге кусок бетона отпал цельным куском, что существенно облегчило задачу. Теперь спокойно можно было подкатить тележку. Поднимаю станок с внутренней стороны, чтобы извлечь кирпичи. Продеваю в трубу тележки отрезок профтрубы с отверстиями по краям. Далее по одному болту в отверстие основания. На болты гайки, и получилась очень жесткая фиксация тележки со станком.
противоположной части основания также откололся целым куском бетон, что не могло не радовать. Приподнял чуть выше домкратом и установил по одному ролику на одной и второй стороне, зафиксировав болтами. Приспособление для перемещения готово за исключением одного «но». Грунт достаточно сырой и ролики под весом наполовину ушли под землю. При попытке сдвинуть его с места ничего не получалось. Нашлись элементы старой мебели, которые не успели попилиться и отправиться в топку. Приподняли рулевую сторону и положили под ролики. Станок неохотно, но поддавался усилию, создаваемое мной и ломом. Мало-помалу мы с женой его тянули в сторону мастерской. Последнее и самое сложное препятствие – порог – было преодолено. Далее совсем несложно, поверхность куда ровнее, перемещение попроще. Для маневра места немного, приходится чуть сместить ломом. Станок в мастерской – еще одна маленькая победа. Плитка без повреждений, на что я и рассчитывал при изготовлении сегодняшних приспособлений. Пока оставляю на роликах, ведь с ним еще придется повозиться. В мастерской, конечно, стало теснее, но это не повод расстраиваться. На следующее утро нас ожидал такой вот сюрприз в виде снега. То место, где стоял станок, замело. Приятное совпадение. Всем пока.